Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. Сегодня решил на природе сделать, так скажем, заключительное видео о своем мнении про часы Galaxy Watch 4. Значит, буду касаться 5 моментиков таких. Первое — это внешний вид, потом производительность, наличие софта и работа с другими смартфонами и системами, также кастомизация, ну и, естественно, автономность. Про внешний вид, что я купил себе Galaxy Watch 4 46 мм Classic. Это стальные часы серебристого цвета, просто крутейшие, на мой взгляд, внешний вид. Я никогда раньше не брал серебристый цвет, а здесь решил взять, как бы, так скажем, попробовал рискнуть и не пожалел. Отлично сделано, чуть-чуть изменили они безель. Немного поменяли кнопочки. Кто-то говорит, что они похожи на Watch, самые первые. Да, соглашусь с этим. Но немножко подправили кое-какие вещи. И они мне нравятся просто исключительно. Показывать я особо там ничего не буду, потому что обзоров таких много, которые сняты профессионально, так скажем. Да? Следующее, о чем хотелось поговорить, это производительность. Производительность у них просто шикарная. Если Watch 3 на Tizen у меня лагали, где-то подвисали и так далее и тому подобное, то здесь, в этой системе VROS, таких проблем нет. Прет и тянет абсолютно все приложения, которые нужны. Все, что хотите, короче. Ставил я разные вообще, и родные, и кастомизированные, какие-то другие. Все работают превосходно, без всяких проблем. Пацанята, не мешайте, пожалуйста, ладно? Поэтому на это не жалуюсь, хотя я очень много ставлю вообще приложений всяких разных, для того, чтобы их испробовать, проверить. Ну и, естественно, потом записать об этом видео. Это круто. Далее, работа со смартфонами. Многие пишут, что разочаровались, так как Samsung их обманула и так далее и тому подобное, что, оказывается, с теми смартфонами это все дело не работает. Ну, на самом деле, информация о том, что они, допустим, не работают с айфонами и не будут работать с теми смартфонами, в которых нет сервисов Google, была известна задолго до, так скажем, старта продаж данной линейки часов. Эта информация просто кишила, в том числе и очень многие блогеры на ютубе делали данные видосы об этом, именно об этом. Поэтому, кто говорит, что они обманули, никто никого не обманывал. И я понимаю, Samsung, естественно, они хотят, так скажем, улучшить свою линейку, да, или свою экосистему, чтобы часы Samsung хотели и для этого покупали смартфоны Samsung. Ну, это нормальное явление. Я думаю, каждая компания именно то же самое делает Apple. Поэтому, что тут обижаться. Но хочу заметить, что на моем канале уже есть видосики о том, как вообще данные часы соединять с другими смартфонами, в том числе и даже без сервисов Google. Вот, наверное, послезавтра я договорился все-таки с магазином «Связной». Они предоставят мне для именно видоса, так скажем, инструкции Huawei без сервисов Google, где я с помощью модифицированного приложения Samsung Wearable буду соединять эти часы с этим смартфоном без сервисов Google. И причем буду устанавливать туда же приложения, такие, которые, на мой взгляд, самые востребованные именно из-за этого и берут эти часы. Это измерение ЭКГ и артериального давления. Это Samsung Здоровье Монитор. По поводу софта. Да, софта, конечно, маловато было вообще еще, когда они мне пришли. А это уже как месяц. Они у меня ровно месяц с сегодняшнего... В сегодняшнем дне это ровно месяц. Тогда даже циферблатов не было. Вот поверите, нет. Просто вообще. Но потом разработчики циферблатов с Galaxy Store, да, с Tizen стали переходить.
Слава богу, еще Samsung предоставила там конвертер какой-то, ну, говорит, более-менее как-то он там работал. И они начали конвертировать циферблаты из-под Tizen для Wear OS. Поэтому сейчас этих блат просто кишит вообще. На канале их очень много. В том числе, если вы хотите бесплатно это, да, то канал Telegram Galaxy Watch новостной, в том числе и чат. Там вообще просто разработчики кидают каждый день десятками этих циферблатов с купонами или с промокодами, как они сейчас называются в Google Play. Поэтому вы можете туда проходить и следить за этим каналом и всегда иметь возможность устанавливать себе эти циферблаты бесплатно даже. Ну, не забывайте за это благодарить, так скажем, разработчиков. Ну, теперь поговорим о четвертой, да, теме. Это кастомизация. Кастомизация на данных часах просто крутяк вообще. Их можно кастомизировать. Что я имею в виду кастомизация? Я могу легко удалить на них любые приложения вообще. Системные, там, несистемные, вообще любые, легко. Допустим, если я не пользуюсь Samsung Pay, я его легко могу удалить. Если у меня есть Bixby, который тоже такой, прости меня, Господи, он мне тоже не нужен, я также его легко могу удалить вообще без каких-либо проблем. Просто. Ну и, естественно, установить туда любые приложения могу. И для этого мне не обязательно Play Market. Для этого мне достаточно найти сайт или зайти на FOPDA или на XDA, где, слава богу, этих приложений, причем всяких разных, просто куча. Берешь, скачиваешь и пользуешься. Их очень много. В том числе на своем канале Galaxy Watch с поддержкой ребят в телеграм-канале, администраторов, таких как Шарлотта, там, Самир Рамазанов очень многое делает вообще для развития канала. В том числе приложение Galaxy Wearable, которое позволяет соединяться с Huawei без сервисов Google. Это его тема. Он это сделал. Я только записал видосик, а сейчас еще запишу видосик, как оно работает конкретно. Ну и возможностей установить все, что хотите. Неважно, какой у вас смартфон, глядя на те инструкции, которые есть на канале, вы можете установить туда и Samsung монитор здоровья для измерения ЭКГ и артериального давления, там, ну и все остальное, вообще все, что работает только в связке Samsung, можно будет легко, следуя инструкциям на канале, установить на любой смартфон. Вот сейчас еще только испробую, как без сервисов Google, смогу я это сделать или нет, но думаю, что смогу. Потому что там особой связки-то как бы и нет. Связка только была в Galaxy Wearable. Все. Ну и теперь об автономности. Очень много говорят об автономности. Да как плохо, да всего 2 дня. Ну и дают примеры там с часами, сравнивают других компаний, такие как Apple Watch, потом Huawei, Xiaomi там, и так далее и тому подобное. Специально пересмотрел все эти часы. И что я вам хочу сказать. Те часы, которые держат более 3 суток, вообще более 3 суток держат на одном заряде батареи, им даже и не снились те датчики, которые есть в Galaxy Watch 4. Их просто нет. Таких именно датчиков, которые бы изменяли давление или ЭКГ, ну или система распознавания храпа там и всего остального. Поймите, что в этих часах они просто отсутствуют. Apple Watch, у меня у 2 знакомых часы Apple Watch, они у них держат сутки, максимум 1,5. Эти же часы, в моем случае, я их использую, в принципе, так-то нормально, ну, держат 2 дня. А если вы их оптимизируете, о чем сегодня будет видос, и если у вас столько не держат, я вам покажу, как оптимизировать, чтобы они у вас именно столько и держали, а даже и больше при хорошем раскладе, то, ребятушки, это нормально. Вы должны понимать, что часы с такой
софтовой частью и с такими датчиками, ну, на данный момент только так. 2 дня, это 2,5, это максимум, что они могут. Поэтому я не думаю, что есть какие-то проблемы там. Не знаю. Поэтому я думаю, что ну, это нормальное явление. По крайней мере, сейчас. Софт развивается, индустрия датчиков там всевозможных и так далее и тому подобное, и систем, но батареечки вот пока вот так, как-то так, ну, лучше пока нет. Лучше пока нет. Последнее, которое я сегодня посмотрел, это Huawei 3 Pro. Там они обещают работы 2 дня, но при соблюдении там определенных параметров. Короче, там все отключаешь, и тогда они там 2 дня будут работать. Здесь же 2 дня работают, ну, прекрасненько, практически со всем, что у вас есть. Короче, видео будет. Поэтому, ребят, я вполне доволен. А они еще говорят и в пример ставят часы Garmin. Ну, дорогие друзья, часы Garmin — это совершенно другая тема. Они сделаны совершенно для других вещей. И они сделаны совершенно на всем на другом. Да, они держат много, но там нет таких датчиков, как здесь. И здесь нет таких датчиков, допустим. Хотя нет, здесь есть такие датчики, как на Garmin, а в Garmin их нет. Поэтому, ребят, сравнивать, спорить можно много. Просто зачем? Для чего? Что это даст? Абсолютно ничего не даст. Здесь просто каждый для себя сделает выбор. Я купил в связке Samsung Galaxy S21 Ultra, просто доволен работой данных часов. Они действительно круто работают. Ну и все те параметры, которые у них есть, работают шикарно. Я как-то записывал, как они меряют давление, короче. Ну и там у меня что-то несрастушки такие получились. Посмотрев комментарии, изучив вообще этот вопрос, я понял, что я мерил неправильно. И сейчас все это дело сниму по новой, измерю по новой, и потом уже выложу как бы видос о том, как они все-таки меряют, если мы с вами, ну, измеряем как бы правильно, в этом плане все делаем, все нормально. Ну и на данном этапе все. Это не реклама, ребят. Samsung мне за это ничего не платит, они даже не знают о существовании моем. Это уж 100%. Так как у меня мой канал не такой уж большой и развитый. Поэтому это не реклама, это мое личное мнение. Ну, вот с несколько лет я уже живу с часами Samsung и вполне прекрасненько доволен. Поэтому не забывайте, что вы были на Galaxy Watch. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии. И, естественно, только в том случае, если мои видео были для вас полезны. Ну, и вон девчонки вам еще привет передают.